Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие вышли новости и что ждать на этой непростой вечерней сессии. Так, друзья, ну вот вышли не очень хорошие данные по поводу продажи нового жилья по Соединенным Штатам. На самом деле вчера были повторички данные. Ну как бы с учетом текущего расклада, текущей ситуации, одно проистекает из другого. И вот это снижение, которое происходит, оно указывает на то, что рынок насыщен. И сейчас, соответственно, начинается постепенно либо стагнация, либо даже откат. Если мы посмотрим на график продажи новых домов, то мы увидим, что сейчас картина, она начинает в чем-то напоминать ситуацию, которая была накануне кризиса 2008 года. Это не значит, что кризис 2008 года повторится, новый кризис будет еще круче, но это означает то, что рынок реально сейчас перегрет. Там даже есть определенные исследования на этот счет, кто покупает дома, очень большой процент инвестиционной составляющей, и за счет этого происходит такой рост. Соответственно, здесь есть привязка к ставкам, к доходности, и поэтому текущая ситуация, она указывает на то, что здесь начнется либо стагнация, либо пойдет определенный откат. Ну и соответственно, если мы видим, что происходит откат на продаже нового жилья, это очень денежно емкая сфера, часть экономики США, которая в себя включает много цепочек, товаров, услуг. Это может привести к тому, что весь этот рост начнет охлаждаться. Но вот этот процесс, он будет развиваться какое-то время, сразу он не произойдет. Так, друзья, давайте перейдем в телеграм-канал. Здесь вот я по акциям, по которым были вопросы, делал анализ. Ну, здесь вот X5 Retail Group, потом Novatek, давно его не рассматривали, и по Северстале. На текущий момент, по факту выступления, объявления Пауэллом относительно текущей ситуации в экономике, ну, здесь достаточно у него благостная успокоительная речь, что с одной стороны мы ждем, что все стабилизируется уже в происходящем году, в 2021, то есть безработица придет в норму, и с другой стороны мы не ждем особо большой инфляции, по крайней мере роста той ее части, которая является неконструктивной, которая называется так называемая инфляция издержек. Но на самом деле, смотря на текущую картину, вот хотя бы по Baltic Dry, то есть стоимость фрахта, ну на самом деле все остальные транспортные издержки, они являются деривативами к этому индексу. И с учетом того, какой здесь пошел рост, насчет того, что не будет роста инфляции издержек, я бы на самом деле на его месте так бы однозначно не утверждал. Потому что вот она, инфляция издержек, она уже пошла где-то вот, наверное, отсюда 1800. Когда как бы нормальная цена, ну, в данном случае для Baltic Dry, для стоимости фрахта в диапазоне 1500-1800, здесь уже развивается сверхценность, ну скажем так, увеличение издержек, связанных с перевозками. И по цепочке это запускает всю другую неконструктивную инфляцию, которая связана с тем, что на самом деле рост цен будет приводить не к тому, что экономика растет, а к тому, что будут расти издержки, и все это постепенно будет тормозиться. Так, друзья, ну вот еще такой момент. S&P опубликовала исследование, там у них доклад есть, рейтинговое агентство S&P, Standard & Poor's. Ну и с моей точки зрения, вот эта картина, она слишком благостная выходит. Здесь вот прямо не хватает в конце какого-то глобального выхода из равновесия, и, ну скажем так, что-то должно пойти не так, просто по законам жанра. Так, но есть и позитивные моменты. Сегодня продолжение снижения доходности десятилетних американских трежерис. Это, в общем-то, должно так или иначе сбалансировать рынок. Так, друзья, ну дальше SFD на фьючерс S&P 4-часовой таймфрейм. Но здесь, в общем-то, негативные данные по продаже новых домов, они особо сильно ситуацию не поколебали. Видимо, действительно Пауэлл и его позитив все успокоил и привел в чувство. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь у нас развивается рост, и по сути сейчас движение идет с целью потестить на прочность 92,5. Вот. К вопросу о том, что шеф все пропало и рублю конец. Ну смотрите, индекс доллара растет против всех валют.
доллар укрепляется против всех валют. И вот эта тенденция, она по сути была начата где-то вот отсюда, с конца февраля. То есть сейчас вот то, что происходит, оно наиболее вероятно разовьется движением, ну хотя бы на 94. И с моей точки зрения это более вероятно, нежели чем коррекционный отскок с пробитием 91.27 и уходом вниз на 90. Сейчас как бы сценарий именно роста доллара, индекса доллара становится все более и более вероятным и перспективным. Далее VIX, по VIX идет консолидация в районе значения 19,5, но дальнейшее движение вниз не происходит. Это говорит о том, что сейчас наиболее вероятно будет накопление позиций в ближайшее время. Так, друзья, далее нефть Brent. Но здесь у нас остался последний рубеж. Это пробитие 62, закрепление по значениям 62. Если эта тенденция подтверждается завтра, то у нас вот это движение, оно весьма вероятно состоится либо в начале следующей недели, либо может быть даже пораньше. Движение вот сюда вот на 56-67. Но если ориентироваться на часовой таймфрейм, то здесь у нас наметился отскок на 64. Для того, чтобы этот отскок произошел, необходимо, чтобы не развелось дальнейшее движение вниз и не началась проторговка под значением 61,8-61,7. То есть да, мы пробили 62, но идет консолидация под уровнем 62, пока движение вниз не развилось. Это связано с тем, что вот эти сильные значения, сильные уровни так называемые, они, как правило, являются центром притяжения установки стоп-заявок. И при развитии движения актива вниз, в данном случае нефти, стоп-заявки собрали, и дальше началась консолидация под тем уровнем, где собрали стоп-заявки. То есть, если бы вот это движение оно было быстрым, то наиболее вероятно, что при выходе больших объемов произошло дальнейшее бы движение на 56,5. Но поскольку здесь объемы уже были не очень большие, то соответственно движение затормозилось, стоп-заявки собрали, и под сильным уровнем она сейчас пытается консолидироваться и отскочить. Сейчас в текущих реалиях новая поддержка это 61,7, 61,6. Ну даже, наверное, 61,7, 61,8. То есть если вот эти значения пробиваются и под ними начинается проторговка, то вот этот процесс сползания, он будет продолжаться дальше вплоть до 56,5. Если сейчас начнется вытягивание на 62 и проторговка над 62, то соответственно сегодня-завтра разовьется коррекционный отскок на 64. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь консолидация на значениях, на которых была просадка, не развилась. Соответственно, сейчас идет движение. У этого движения первая цель, немножко до нее осталось, 1,1855. И потом, возможно, будет попытка отбоя, отскока в районе 1,1830, чуть ниже вот этого пика. Вот. На самом деле, то, что мы пробили вот этот уровень, здесь уже по факту закрепления более вероятно все-таки становится движение вот сюда, вот на 1,1788 к этому уровню. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь вот мы уперлись в сильный уровень, который 76.25. Если возникает его пробой, то следующая цель движения, ну, не прямо сейчас, наверное, а через какое-то время, это уже 77.35. Вот 77.35 это волшебный уровень для пары рубль-доллар на USD Tomorrow. Вот, соответственно, это значение, оно очень сложно преодолевается, и потом очень нехотя он уходит под него и движется вниз на укрепление рубля. Вот, поэтому сейчас здесь вопрос будет не будет уверенно пробито 76.25. Пока, как вы видите, оно не пробивается. И по сути сейчас рубль-доллар находится в консолидации 75.25, 76.25. Вот. Ну кто-то говорит ужас, ужас, санкции. Ну какие санкции? Нефть
просела, индекс доллара растет. Тут все как бы на мази и без санкций. Так, дневной таймфрейм, но здесь вот эту фазу движения на рост доллара против рубля мы выполнили. Теперь вопрос заключается в том, будет или не будет сегодня закрытие выше 76.20, 76.25. Если такого закрытия не будет, высока вероятность того, что завтра отсюда разовьется коррекционный откат, и цель его будет 75-75, вот сюда вот. Но здесь есть два противоборствующих фактора. Первый фактор, который связан с тем, что доллар начал расти против других валют, в том числе и против рубля. Рубль здесь не является неприступной крепостью. И второй момент заключается в том, что все-таки на 25 марта запланирована достаточно крупная налоговая выплата. Завтра 24 и по идее 24 могут дособирать рублевую ликвидность для уплаты. Опять же, мнение это достаточно спорное относительно влияния налоговых платежей. Кто-то говорит, что это чушь, кто-то свято верит. Вот. Я просто могу отметить, что есть определенная закономерность между теми днями, когда происходят крупные налоговые платежи, и укреплением рубля. Такую закономерность я наблюдаю на протяжении уже многих лет. Это касается именно определенных дат, на которые эти платежи запланированы. Как идет там финансирование, заранее выделение, не заранее, я здесь судить не берусь. Я в эти тонкости не вдаюсь в данной ситуации, потому что здесь я как раз нахожусь в ситуации исследования черного ящика. Но переходя к часовику, у нас идет поджатие к сильному уровню 76.20, 76.25. И такие поджатия, они бывают все-таки обычно чаще во время пробоя, перед пробоем. Вот, вполне может произойти пробой, но обращаю внимание, что дальнейшее движение вверх, оно будет только после устойчивой консолидации на вот этом сильном уровне. Если это будет какой-то прокол, то скорее всего этот прокол потом вернется, и рубль-доллар будет еще какое-то время проторговываться в диапазоне 75,3, 76,25. Вот здесь вот между двумя этими оранжевыми линиями. Так, друзья, ну вот золото еще напоследок. У нас, поскольку пошел рост индекса доллара, для золота это не есть гуд. Золото в связи с этим просело, но опять же тут уровень 17.21, 1721 пока не пробит. Пока здесь этот уровень не пробит, сохраняется высокая вероятность того, что здесь будет отбой и отскок, ну хотя бы вот сюда вот на 1741. Но переходя на часовой таймфрейм, идет попытка разворота и отскока. Я думаю, что эта попытка вполне может увенчаться успехом, но если не сегодня, то завтра с утра. Сказать, что она не увенчалась успехом, можно будет в том случае, если будет пробитие 1721 и проторговка там. Или же просто пробой на большом объеме и движение сразу вниз. Если такого не происходит, я думаю, высока вероятность того, что здесь у нас где-то будет консолидация текущих значений или от 1721 и потом коррекционный отскок. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных вечерних торгов. Счастливо!